В этом видео поговорим про ноду Clamp. Довольно полезная нода, часто используется в сетапе. Для чего она используется? Ну, как бы вкратце я скажу, что это некий ограничитель, некий, ну так сказать, триггер, можно тоже сказать. Так, покажу небольшой пример. Небольшой пример использования этой ноды. Так, сейчас, секундочку. Наш channel box. Увеличим кубик. Так, и еще один объект нам понадобится, который будет реагировать на движение вот этого кубика. Вот так. Ну, я сейчас покажу такой очень простой пример, а потом уже чуть-чуть посложнее, ну, чтобы более наглядно было понятно. Так, и открываем наш Node Editor. И создаем. Так, для начала перетащим эти объекты. Уберем шипы. Так, сфера, кубик. Кубик будет у нас управляемым, то есть управляющим объектом. Сфера будет управляемым. Добавляем ноду Clamp. Clamp. Вот она. Она, если не ошибаюсь, она лежит в утилитах. Clamp. Вот она. Нода Clamp. Utilities Clamp. Вот. Так, нам одной достаточно. Что мы делаем? Для начала посмотрим, какая ось будет у нас управляющей. Ось Y. Возьмем, используем ось Y. И у сферы тоже будет ось Y, которой мы будем управлять. Так, идем дальше. У нас есть входные параметры. Ну, я как бы дальше буду уже объяснять, какие параметры за что отвечают. Вкратце, это минимальный порог, максимальный порог вхождения и входные параметры. Это все, что нужно знать. Я буду использовать одну ось Y. И поэтому я выберу только один канал. Ну, в принципе, нам без разницы, но чтобы не путаться, я возьму вот Y и вот G канал, пускай будет, ну, типа Y. Так, а выходной параметр у нас будет идти в сферу и будем подавать тоже на Y. Output Y. Ну вот мы видим, она сместилась. Давайте сферу поместим в группу, чтобы можно было создать некий offset. Вот так. Сдвинем немножко. И далее, что будет происходить? Вот наш управляющий объект. Вот я сейчас перемещаю его по оси Y, ничего не происходит. Для этого нам нужно открыть ноду Clamp и сказать, что максимальный сдвиг с помощью вот этого кубика, максимальный сдвиг будет у нас на 10. Максимальное значение сможет сфера принять это 10 по оси Y. Вот, десятка. А минимальная, про минимальную мы еще поговорим, это будет уже интересно. Как раз вот тут мы и сможем указать некий триггер. Вот смотрите, мы перемещаем по Y, и в то же время мы видим, что у нас не совсем привязка такая линейная, она срабатывает в определенный момент. Если я сейчас двину отрицательном направлении, у нас сфера стоит. И как только она доходит до значения, вот тут какой мы указали, 0, это у нас минимальный порог. Когда мы достигли минимального порога, у нас срабатывает триггер. Теперь смотрите, я могу минимальный порог регулировать, то есть уже на свое усмотрение. Возьму, укажу вот такой, минус 4. И вот мы видим, я отпускаю на минус 4, у меня сфера останавливается в диапазоне минус 4. Минус 4, 10. То есть, так, теперь я верну, обратно верну это. Даже не в 0, а пусть у нас подъем срабатывает тогда, когда кубик достигнет не нуля, а единицы. Вот мы смотрим. Он поднимается, у него пока 0. И вот мы подошли к единице и видим, что он начинает цеплять. Ну,
в принципе, это как бы такая работа триггера получается. То есть у нас срабатывает по некому запросу, срабатывает вот эта операция. В данном случае тот случай, как когда мы достигли вот этой единицы. И что мы можем понять из этого? То есть минимальный порог, это ну, понятно, что минимальное вхождение вот этого объекта, вот в данном случае это единица минимальная. Тогда, когда будет единица в этом поле, тогда и будет срабатывать наш объект, его перемещение. А максимальная его высота будет 10. Можем установить другую для наглядности. И вот видно, единица сработала, потащила, 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 потащила. Вот я тащу еще дальше. И все, и остановилась. И я думаю, уже многим стало понятно, для чего это нужно. Представьте себе, что у нас челюсть, вот эта нижняя челюсть, когда она поднимается как бы вверх уже в экстремальное положение, она начинает немножко как бы забирать с собой и верхнюю губу тоже. Вот. Но когда идет вниз, она ничего не забирает. То есть свободно идет. А вот тут уже вот мы видим, что она может немножко подтолкнуть наверх. Чтобы это было более наглядно, все это было видно, так я уберу эти все примеры. И у меня есть небольшая заготовка, довольно такая примитивная. Вот. Такая морда. И тут у нас есть кости. Некие кости. Вот. Ну, так, очень такой драфтовый здесь скин. Вот. Ну, видно, что верхняя губа и челюсть. А теперь мы воспроизведем все то, о чем я только что говорил. Мы добавляем вот эти две кости. Так, для начала давайте над эдиторе обработаем. Так, первая кость, и, челюсть и верхняя губа. И добавим сюда clamp. Utilities, clamp. Так, окей. Но мы уже берем параметры rotate. Вот смотрим, у нас это rotate Z. А у этого объекта тоже rotate Z. Угу. Окей, мы берем rotate Z канал. Но он у нас в данном случае чем-то он занят, у нас ключами занят. Убиваем ключи. Они нам не нужны уже. Так. И берем rotate Z. Откроем все. И запомним еще, какое значение вот здесь было. Ага. 20495. Поместим это сразу в группу. Угу. Пусть у нас группа тоже будет. Так, и все. И приступаем к нашим коннектам. Так, rotate Z. Подаем в clamp, в третий канал. Ну, чтобы было понятно, что это Z. Так, и output у нас тоже будет в rotate Z. Так, и мы видим, что верхняя губа она сместилась немножко. Ну, я поэтому взял и создал вот эту группу, чтобы, если что, можно было заофсетить. Вот я сейчас поднимаю. Ну, примерно вот такое значение здесь было раньше. Не суть, это не важно. Это вы можете уже у себя отрегулировать, прямо точные значения вбивать, заранее все эти офсеты предусмотреть. Но не суть. Вот. И давайте дальше. Теперь мы видим, что наша челюсть, когда она вот поднимается, у нас в принципе ничего не срабатывает. И мы смотрим, какой порог вхождения. Вот мы поднимаем. И смотрим, это где-то 3,800. 3,800. И мы говорим, что минимальный порог 3,800. В этот момент у нас будет срабатывать поднятие. Но поднимать нам не нужно сильно. Нам нужно, наверное, где-то давайте 5. 5 много. Кстати, да, вот в данном случае можно
снова подправить офсет. В общем, это все тюнится, это можно более хитро сделать. Но для наглядности я пока не вожусь с этим, у нас как бы урок посвящен другому. Вот, и мы видим, что я сейчас поднимаю, он в принципе как бы, ну, не срабатывает, но очень слабо, я вот смотрю. Да, довольно слабо. Немножко подкрутим. Так, так. Угу. Ну, окей. Вот этого достаточно. Так, возвращаем на место. И вот мы видим, что у нас при поднятии вот, верхнюю губу тоже забирает. Собственно, где это еще можно применить? Это можно еще применить, то есть на веках. То есть мы отпускаем нижнее веко, оно, то есть отпускаем верхнее веко, и оно немножко отпускает нижнее. Нижнее поднимаем в экстремальную позицию, оно немножко забирает верхнее веко. То есть как бы область применения, она уже понятна. Поняв логику, мы можем понять, где мы можем это применять. Я думаю, на этом все. На самом деле, нода сама из себя как бы, ну, она очень простая, но выполняет довольно полезную функцию. Я сам часто использую ее в сетапе. Ну, все. Всем спасибо, всем удачи.